Привет, привет! I'm so happy to see you. I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Let's go! Сегодня вы выучите новые слова. Я расскажу вам увлекательную историю о том, как я исполнила свое заветное желание побывать в Норвегии. Это будет не только очень интересное видео, но и очень полезное. Я также покажу вам красивые фотографии Норвегии. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить тебе о том, что я подготовила для тебя бесплатный PDF-документ с новыми словами и с текстом из сегодняшнего видео. Чтобы получить этот PDF-документ, тебе нужно заполнить короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. Просто напиши свое имя и адрес электронной почты. После того, как ты заполнишь форму, ты автоматически будешь получать PDF-документы к видео и информацию о моих курсах и предложениях. А мы начинаем! Это было жаркое субботнее утро. Мы с мужем загрузили чемоданы в машину и отправились на паром. Впереди нас ждало захватывающее путешествие к фьордам Норвегии. Сначала мы должны были приплыть в Швецию на пароме и уже оттуда поехать в Норвегию. Дорога была настоящим приключением, а впереди нас ждали сюрпризы. Когда мы прибыли в Швецию, то сразу же отправились в Норвегию, чтобы уже к вечеру поставить палатку и переночевать на границе с Норвегией. Все шло как по маслу. Ближе к вечеру мы прибыли на место назначения. Мы собрали и поставили палатку. Муж взял насос и накачал надувной матрас, а я приступила к приготовлению сочных стейков. Мы даже умудрились взять с собой маленькую сковородку и мокку. Вдруг к нам подошел пожилой мужчина и предупредил о том, что пользоваться газовым баллоном и разводить костер из-за засухи было очень опасно. И вы не поверите, но именно в ту ночь был сильный ливень, проливной дождь. Нас чуть не затопило. Однако самые яркие приключения поджидали нас впереди. На следующий день мы добрались до Осло и решили сразу же отправиться на прогулку по городу. Осмотрев город, мы поехали дальше. Никто и не мог подумать, что эту ночь мы будем спать в машине. Представляете? Когда мы приехали на место назначения, лило как из ведра. Мы даже не могли выйти из машины, иначе мы бы промокли насквозь. Было уже достаточно поздно, смеркалось. Мы припарковали машину
на общей парковке и приняли решение организовать мини-отель в машине. Да, мы настоящие авантюристы. К счастью, ночь прошла без приключений. А следующим пунктом назначения было место мечты. Язык тролля. Это выступ в скале, который похож на язык. Мы ехали весь день и выбегали из машины, чтобы сделать красивые фотографии живописных видов, от которых дух захватывало. Начало смеркаться, солнце садилось. Когда мы приехали на место, было уже практически темно. Нам пришлось собирать палатку ночью. Представьте, перед вами огромный фьорд, деревья и ни души. Фонарики спасали. В итоге нам удалось собрать и поставить палатку. Эта ночь была очень волнительной, потому что на следующее утро нам нужно было пройти 44 километра и 10 часов пути в гору и с горы. Представляете? Это было очень тяжело, но увлекательно, не без приключений. Продолжение следует. Честно, я могу очень долго рассказывать про Норвегию, потому что эта поездка изменила меня. Но мы продолжим с вами в следующем видео. Напишите в комментариях, если вы хотите увидеть продолжение этой истории. Увидеть, услышать. Так вы дадите мне понять, что вам интересно и полезно. Пишите в комментариях. А сейчас мы с вами будем изучать новые слова из текста. Поехали! Первая фраза «как по маслу». «Как по маслу» значит без проблем, очень легко. Например, презентация прошла как по маслу. Следующее слово паром. Паром – это большое плавающее средство, которое используется для перевозки людей, машин, товаров через воду, например, через реку или море. Например, они путешествуют на пароме. Этот пример прям про меня и про моего мужа, потому что мы путешествовали на пароме тоже. Место назначения. Место назначения – это конечный пункт, куда вы направляетесь или должны добраться. Конечным пунктом может быть город, страна, здание и так далее. Например, следующим конечным пунктом будет Питер. Питер – это Санкт-Петербург. Питер – это разговорное имя города Санкт-Петербург. Собрать палатку. Собрать палатку значит выполнить действия по установке палатки. А поставить палатку означает установить палатку на земле в определенном месте, чтобы вы могли там находиться или спать. Например, он уже собрал и поставил палатку. Следующее слово насос. Насос его используют для того, чтобы накачать воздух
Вещи, которым нужна определенная форма для использования. Накачать матрас – это использовать насос для того, чтобы наполнить матрас воздухом. Например, нам нужно накачать надувной матрас насосом. Если честно, это был первый раз, когда я спала в палатке, и муж взял с собой надувной матрас большой, чтобы палатка стала лакшери отелем. Было очень удобно, но в следующий раз, когда мы спали в палатке, мы использовали обычные маты, обычные коврики. Да, лакшери жизнь быстро закончилась. Следующий глагол «умудриться». У него несколько значений. Умудриться – этот глагол описывает ситуацию, когда человеку удается сделать что-то необычное, сложное, непредсказуемое. Например, она умудрилась сдать все экзамены за один день. Вау! Следующее значение глагола «умудриться» – это значит сделать какую-нибудь глупость, которую можно было избежать. Например, она умудрилась постирать белые рубашки с красной футболкой. Разводить костер. Разводить костер значит создавать огонь на открытом воздухе для того, чтобы что-нибудь приготовить или согреться. Засуха – это длительный период без дождей, когда не хватает воды животным и растениям. Например, нельзя разводить костер в период засухи. Следующее словосочетание – проливной дождь. Проливной дождь или льет как из ведра. Льет как из ведра. Это значит сильный, очень сильный дождь. Например, когда она вышла на улицу, начался проливной дождь или лило как из ведра. Это я, потому что когда я весной выхожу на улицу, начинается проливной дождь, а у меня с собой нет зонтика. Класс! Промокнуть насквозь. Промокнуть насквозь значит стать совершенно мокрым от дождя, снега или другой воды, так, что влага проходит через одежду, достигая кожи. Я однажды промокла так насквозь, когда поднималась в гору. Например, он попал под дождь и промок насквозь. Смеркаться. Смеркаться – это когда день переходит в вечер и становится темнее на улице. Например, зимой начинает смеркаться уже в 3 часа. Это самое тяжелое время, когда постоянно темно. Темнеет очень-очень рано. Однажды я была в Лапландии зимой, и уже в 12 часов дня было темно. Представляете? Это очень тяжело. Следующее слово мое любимое, потому что это я. Авантюрист. Авантюрист. Он и авантюристка. Авантюристка она. Искатель приключений. Например, авантюрист объехал несколько стран на велосипеде. Почему бы и нет? Я считаю, классная идея.
И последнее словосочетание на сегодня – дух захватывает. Дух захватывает – это когда трудно, тяжело дышать от избытка чувств или эмоций. Например, у меня дух захватывало, когда я стояла на вершине горы и смотрела по сторонам. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, смело ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Не забывайте заполнить форму ниже и получайте бесплатный PDF-документ с историей и новыми словами из сегодняшнего видео. Если вы хотите узнать информацию об уроках со мной, вы найдете информацию в описании под этим видео. Если вы хотите поддержать мой проект, мой канал, вы тоже найдете информацию в описании. Я желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. А мы с вами увидимся уже очень-очень скоро. Пока-пока, увидимся!